Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Сортовые пеларгонии». Сегодня уезжает большая посылка со свежесрезанными черенками. Меня зовут Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Посмотрите, какие черенки. Некоторые сорта я не успеваю укоренять физически, и поэтому я продаю свежесрезанные черенки. Ведь весна – самое лучшее время для укоренения. И растения получаются в этом случае наиболее сильные. Вот посмотрите. Черенки уже нарезаны, все подписаны. 23 черенка у меня заказали. Черенки покрупнее и помельче, в зависимости от веточек. Всегда выбираю для своих покупателей наиболее красивые, ровненькие ветки. Себе оставляю хуже, потому что у меня все равно вырастет еще. А я хочу, чтобы люди покупали и были довольны. И у них укоренялись прекрасные растения. Размер веточки, конечно же, зависит от самого растения. У меня большинство сортов карлики. Иногда бывает так, что человек спрашивает черенок какого-то сорта, но у меня уже нечего срезать, нечего предложить, и я в подарок к покупочке срезаю промежуточный черенок в подарок. Стараюсь всегда ложить подарки. Конечно же, количество подарков зависит от суммы. Но даже если маленькая посылочка, я могу положить какой-то маленький череночек в подарочек. Что касается упаковки, то я сейчас буду упаковывать их в бумагу, скреплять степлером. Буду, наверное, полностью закрывать черенки, для того, чтобы они меньше испаряли влагу с листьев и, соответственно, меньше вяли их листики в пути. У нас сейчас новая почта работает очень хорошо. Я пересылаю по Украине. Сейчас обычно посылки доходят максимальное количество дней 3 дня. То есть за это время черенки свежесрезанные не теряют свою жизнеспособность. Даже некоторые девочки, я знаю, подвяливают 3 дня, чтобы черенок быстрее укоренился. Сейчас ранняя весна, бывают заморозки, поэтому я утеплю посылочку в подложку для ламината. И плюс еще я договорилась с покупательницей во избежание замерзания растений, ведь ночью бывают заморозки, я все-таки отправлю посылочку в 2 коробках. Разница в оплате пересылки минимальная, но это дает дополнительные гарантии, потому что дополнительная воздушная камера дает возможность растениям комфортно перенести поездку. Им будет просто теплее, значит, меньше будет стресс для них от пересылки. А нам нужно сохранить их максимальную жизнеспособность. Такая цель упаковки. Некоторые черенки, видите, уже на 3 точки роста. Это я формировала. Принцесса Сандра, такой сорт. К сожалению, некоторые сорта я продаю. Есть даже мини, видеоблаж. Вот мини сегодня уезжает. Соответственно, так как это миниатюрная пеларгония, то веточка не такая большая, но крепкая. Вот она, видеоблаж. Видео про эту пеларгонию уже есть на моем канале. Если вы не видели, посмотрите, пожалуйста. Ссылка будет в описании. Я всегда готовлю свои черенки
так по времени, чтобы они не залеживались на почте, а уехали в тот же день. Я работаю, чтобы приносить людям радость. И поэтому, конечно, очень приятно, когда люди потом пишут положительные отзывы. Я тоже всегда радуюсь, когда у них приживаются, зацветают черенки, укореняются. Некоторые задают вопрос, а нужно ли каким-то образом обрабатывать низ свежесрезанного черенка для отправки? Есть такое мнение, что нужно макать в активированный уголь, потом влажной ваткой обматывать, но некоторые столкнулась с тем, что некоторые покупатели категорически против этого. И они говорят, только не делайте так, никаких ваток, никаких вообще воздействий на черенок, потому что вы можете срезать отличные растения, отличные веточки, но из-за воздействия влаги может черенок, низ черенка начать подгнивать. Но я все-таки делаю вышеназванным способом с влажной ваткой, но только исключительно, когда очень жарко. Потому что, конечно же, к покупателям приедут черенки с подвявшими листьями. Да, вполне возможно, это не панацея, это просто выдумка. И нет смысла так вообще делать. Но я не знаю, еще я изучаю этот вопрос, полностью я не отказалась от этого способа. Мне все-таки кажется, что здоровые и сильные растения не нуждаются ни в какой дополнительной обработке для пересылки. Такое мое мнение. Возможно, вы знаете что-то интересное, что не знаю я. Можете писать в комментариях. На этом заканчиваю свое видео. Да, еще, если у меня люди спрашивают, я всегда даю, вне зависимости от того, покупатель это, или просто гость моего канала, или подписчик, я всегда по возможности даю какие-то советы. И всегда рада помочь людям в решении их вопросов. Поэтому задавайте вопросы, с радостью отвечу на них. Все, девочки, побежала упаковывать, потому что растений много. Все, всем здоровья, удачи и радости.